Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу советский автомобиль. Это легковушка «Москвич-408» в масштабе 1:43. Я думаю, каждый из вас знаком с этим автомобилем не понаслышке, хоть раз видел его вживую. И эта машина вышла в рамках румынской журнальной серии «Легендарные машины» под номером 10 и появилась в продаже в 2012 году. Изначально модель была укомплектована журналом, неотъемлемая часть любого партворка. Свою модель я покупал значительно позже, без журнала, на распродаже в европейском онлайн-интернет-магазине, заплатил за нее 3 евро 95 центов. Это вполне адекватная цена за такое изделие, с учетом того, что в Европе обычно журнальную серию продают за 14-20 евро, а это хорошая цена, и она сопоставима с ценой на эту модель на территории Российской Федерации. По большому счету, в румынской серии вышел точно такой же «Москвич», как и в российском издании «Автолегенды СССР», и в России эта модель выходила под номером 12 в 2009 году. Правда, на румынской модели сделали некоторые улучшения. Это правильные покрышки, хорошие колесные диски в масштабе, добавили регистрационные номерные знаки, и также модель комплектуется черной подставкой. В российской серии машины просто упакованы в блистер. И не так давно я вам показывал аналогичный «Москвич», который выходил в рамках польской серии «Культовые автомобили Польши», и эта машина вышла под номером 25 в 2010 году. И у этого «Москвича» мне понравился не совсем типичный темно-зеленый ядовитый цвет, но у этой машины точно такие же неправильные колеса, как на российском издании. И еще «Москвич» выходил в рамках украинской журнальной серии, тоже в темно-вишневом цвете, но вот затрудняюсь ответить, какие колесики стояли на этом выпуске. Кто из вас знает, напишите в комментариях. И, возможно, этот «Москвич» также переиздавался в новой журнальной серии, посвященной «Москвичам» от Де Агостини. И там, по большому счету, просто перепаковка нераспроданных выпусков. Здесь мне нравится, как сделан блистер, он чуть крупнее, чем на других журнальных сериях. И, например, если будут повреждения, то есть место, и модель при неправильной транспортировке не повреждается, как это случается с другими журнальными изделиями. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. И несмотря на то, что эта машина сделана на формах East Models, здесь нету значка, как на польском издании. Я уже как-то говорил, что не покупал модели от Иста, не вижу смысла переплачивать за точно такую же модель с чуть улучшенной детализацией, и если у вас руки из правильного места и есть время, желание, вы можете самостоятельно окрасить салон, сделать некоторые доработки, заменить дворники на детали из фототравления. И также для этих моделей предлагаются пластиковые прозрачные колпаки. И получается точно такое же изделие, стоящее значительно дешевле. И здесь очень красивый цвет, правда, лакокрасочное покрытие нанесено толстым слоем, из-за этого плохо просматривается расшивка на дверях, также краской залиты водосточные каналы, окантовка дверных рамок, окантовка лобового и заднего стекла. И, конечно, по-хорошему нужно перекрашивать эту масштабную копию, но получается, каждую модель из журнальной серии нужно постоянно дорабатывать, и на это просто не напасешься времени. Хотя, возможно, производитель позаботился об отечественном собирателе, ведь, как принято с советского времени, какую вещь вы бы не купили, ее все равно нужно было доработать напильником. И здесь, если вы посмотрите на боковые стекла, то окантовка нанесена довольно толстым слоем, и в этом плане окантовка боковых окон лучше реализована на польской модели. Я его покажу чуть позже. Дверные ручки здесь просто обозначены серебристой краской. Хороший дизайн колесных дисков, и также на этой модели вполне удачные покрышки. Обычно на китайских изделиях они совершенно не попадают в 43-й масштаб.
Но вот если вы посмотрите на задний колесный диск и затем на передний, задний колесный диск здесь в хроме, а передний как будто просто окрашен серебристой краской. То ли это помутнел хром, то ли как-то он некачественно был нанесен, возможно, здесь просто как-то красили деталь серебристой краской, но диски отличаются друг от друга и не только на правом боку, но и с левой стороны тоже. Здесь в таком исполнении задний левый колесный диск, и также здесь есть некоторые потертости. И как-то мне в комментариях один из подписчиков писал, что на некоторых журнальных моделях по истечении определенного времени хром слезает, появляются черные пятна. Перепроверил свои модели, проблемы особо не наблюдаются, но хром действительно очень низкого качества, и он стирается буквально от малейшего прикосновения. Ну, что хотеть, эти модели собираются, я думаю, из вторсырья, очень низкое качество, и даже если вы присмотритесь на капот, то здесь тоже есть маленькие вздутия на лакокрасочном покрытии. Вот такое качество китайских современных изделий. И что мне не понравилось на этом москвиче, так это фары ближнего света. На мой взгляд, на настоящем автомобиле они должны быть чуть крупнее, и из-за таких маленьких фар автомобиль больше напоминает какой-то Fiat, нежели машину марки Москвич, но сама решетка радиатора сделана вполне прилично. Здесь хорошо просматривается сеточка, также установили шильдик посередине. Еще раз повторюсь, добавили регистрационные номерные знаки, но качество сборки и качество подгонки деталей здесь традиционно журнальное. Передний бампер изогнутой формы, он смотрит куда-то ввысь. Также здесь дворники сделаны в хроме, но вид портят места среза слитника, и эти дворники, на мой взгляд, должны быть чуть меньше, чем на данной масштабной копии. Хотя, я повторюсь, здесь их можно заменить на детали из фототравления. Поворотники на передних крыльях просто обозначены оранжевой краской, издалека они сливаются с красным цветом автомобиля. Задние фонари сделаны в виде прозрачных элементов, это несомненный плюс. На некоторых моделях из журнальной серии делали улучшенную светотехнику сзади, на некоторых просто рисовали серебристой и красной краской. И серебрянкой здесь просто обозначены огни заднего хода. Присутствует выхлопная труба. И давайте открутим эту модель от подставки, и также я вам покажу польский вариант исполнения. Возможно, кто-то из вас не видел детальный видеообзор на эту модель. И как раз вы можете наглядно посмотреть, как по размеру отличаются колесные диски. И у польского автомобиля серебристой краской обозначили окантовку на лобовом и на заднем стекле. На румынской модели, также на российском издании, она никак не обозначена и просто окрашена в цвет корпуса автомобиля. Но других видимых отличий между москвичами не наблюдается. И вот так выглядит днище на польском варианте. Здесь все условно обозначено. Передний мост, задняя балка, топливный бак, глушитель. Кончик глушителя можно обозначить серебристой краской. Есть место для закрепления модели к подиуму. Давайте я откручу румынский вариант, покажу, как он сделан снизу. Он ничем не отличается от польского и российского издания. Так что если в вашей коллекции такой москвич есть, здесь ничего нового вы не увидите. И также, я думаю, здесь не совсем верно расположены задние брызговики. Они должны крепиться ближе к заднему колесу. А здесь почему-то их сместили практически к заднему бамперу. Тоже делали люди доработку, нижней части окрашивали днище в цвет корпуса автомобиля, но ситуацию это особо не спасало. И покажу еще раз польскую модель. Как вы видите, каких-либо визуальных отличий здесь нет, только сместили надпись «Сделано в Китае» и наименование автомобиля. На польской версии просто написано «Москвич 408», на румынской «Москвич 408-412». Видимо, универсальное днище. И покажу вам два других москвича. Модификация 412, одна модель из российской журнальной серии «Автолегенды СССР» в красном цвете,
И вторая модель из польской серии. И у этого москвича мне очень нравится цвет корпуса, такой васильковый. И также на этой модели установлены другие колесные диски, экспортный вариант. И как раз вы можете посмотреть, например, если делать доработку, зачернить решетку радиатора, как я это сделал на красном варианте, модель смотрится тоже более симпатично. Так что вот такая масштабная копия, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, есть ли в ваших коллекциях автомобили из польской, румынской, возможно, других журнальных серий. Собираете ли вы отечественные автомобили? Как вам понравился данный «Москвич»? Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выходят интересные и разнообразные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!